В маленьком и на первый взгляд безмятежном городке Грин-Лейк, окруженном старинными соснами и прохладными утренними туманами, живет пожилая женщина по имени Иветта Моррис. Ее жизнь была простой, но наполненной любовью и заботой о своих детях. Когда-то ее дом наполнялся смехом детей, ароматом свежего хлеба и теплом камина, где собиралась вся семья. У нее было 5 детей: Оуэн, Лиа, Джейк, Сабрина и Тео, каждая из которых была частью ее сердца. Она растила их в одиночку после смерти мужа, работая горничной, прачкой и поваром, бралась за любую работу только чтобы обеспечить их едой, образованием и крышей над головой. Она старалась сделать все возможное, чтобы дать детям все самое лучшее, несмотря на трудности. Но годы, как незаметный вор, унесли ее силы, и теперь она задумывалась, где же те дни, когда ее руки были крепки, а плечи сильными. Ее когда-то крепкие руки теперь дрожали, спина согнулась, а сердце страдало от одиночества. Все дети разъехались, завели семьи, занялись карьерой, у каждого из них была своя жизнь, о которой она так мечтала. Иветта осталась одна в том самом доме, который когда-то строился с любовью, и теперь он казался ей лишь символом утраченного счастья и надежд, которые канули в небытие. Почти никто из детей не звонил, не писал и уж тем более не навещал ее. Она смотрела вдаль, когда печальные мысли овладевали ею, понимая, что она стала для них лишь воспоминанием. Единственной, кто по-настоящему проявлял заботу, была ее соседка Ханна, молодая учительница, у которой было бесконечно доброе сердце. Она приносила ей свежую выпечку, помогала убирать и часто просто приходила поговорить, словно искала утешение и радость в общении с Иветтой. Их разговоры стали не шаблонными мгновениями, которые оживляли атмосферу в доме, напоминали о том, что где-то еще есть любовь и забота в этом мире. «Миссис Моррис, вы не замерзли? Я только что испекла хлеб, возьмите буханку», — с радостью предлагала Ханна, когда она приходила, принося с собой тепло и свежесть, которые так не хватали Иветте. «Спасибо, милая. Ты, кажется, единственный человек, кто еще помнит, что я существую». Слабо улыбалась Иветта, чувствуя, как ее сердце наполняется теплом от заботы этой юной женщины. Милосердие и доброта Ханны становились для нее лучом света в мрачном океане одиночества, и хотя она понимала, что Ханна не могла заменить ее детей, но общение с ней помогало справляться с темными мыслями. Однажды, в особенно холодное утро, когда воздух был пропитан сыростью и унынием, раздался стук в дверь, который заставил ее сердце замереть в ожидании. На пороге стояли 3 ее детей – Оуэн, Сабрина и Джейк. Лица были серьезны, одежда деловая, глаза пустые, как у людей, которые перенесли слишком много горя и страданий. За их спинами стоял Тео, молча и с сомнением в глазах, как будто он сам не знал, что думает по этому поводу. С одной стороны, она испытывала радость от встречи, но с другой, предчувствие беды не покидало ее, нарушая хрупкое спокойствие этого утра. «Мама, мы хотим поговорить», — начал Оуэн. Его голос звучал еле слышно, как будто он боялся произнести лишнее слово, которое могло бы разрушить хрупкую тишину их встречи. Каждый момент ожидания тянулся, и Иветта почувствовала, как внутри нее что-то сжимается от тревоги. «Ты больше не можешь жить одна. Мы нашли для тебя пансион, ухоженное место, врачи, забота. Это необходимо», — продолжил он, но его слова лишали Иветту уверенности, словно они представляли собой приговор, на который она никогда не хотела бы подписываться, да и не могла. Она со страхом увидела, что эта забота имеет свою цену. «Пансион? Я не просила ни о чем. Это мой дом. Я не хочу никуда ехать.
— ответила она, в ее голосе дрожала не только слабость, но и боль предательства, казалось, слова обрушивались на нее, как тяжелые камни. «Ты уже не можешь заботиться о себе», — холодно сказал Джейк, как будто делал обычное дело, а не решал судьбу своей матери. Его слова были беспощадны, они ранили ее до глубины души, и она не могла сдержать слез. «А вы когда-нибудь пытались помочь? Хоть раз?» Горько усмехнулась она, ее голос был наполнен разочарованием. «Не усложняй, мама!» — отрезал Оуэн, в его глазах горела ярость. «Если ты не согласишься добровольно, мы найдем другой способ». Эти слова будто окатили ее холодом, и в этот момент она поняла, что была вынуждена сразиться с собственными детьми. Несколько дней спустя дети вернулись. Они приехали не с сочувствием, с намерением, которое, казалось, заполнило по воздуху злым предвестием. Иветту схватили и вывезли из города, ничего не объяснив, как будто она была простым грузом, который нужно было убрать. Машина петляла по заброшенным дорогам, и пока Ивета смотрела в окно, у нее не оставалось надежды. Она думала, что эта поездка может быть всего лишь пугающим сюрпризом, но чувство предчувствия не покидали ее, оставляя в груди холодный комок страха. И вот дом. Старая хижина в глухом лесу с прогнившими стенами и покосившейся крышей. Без электричества, без воды она могла угадать, что ее дети больше не хотят видеть ее живой. Ее сердце сжалось от горечи и боли, когда Джейк произнес слова, которые обрушили ее мир. «Ты не хотела в пансион? Оставайся здесь», — бросил Джейк холодно. «Тут ты никому не помешаешь». Его слова звучали как приговор, от которого не было спасения. Они оставили ей немного еды, старый плед и мобильный телефон без сигнала. Прошли дни, долгие и отчаянные. Ее одежда промокала от дождя, хлеб черствел, руки опухали от холода. Влага проникала в каждую щель хижины, и с каждым часом жизнь Иветты становилась все более невыносимой, как будто стены самой хижины сжимались вокруг нее, пытаясь задушить остатки духа. Ее дыхание становилось прерывистым, а каждый вдох отдавался остротой в груди. Каждый вечер она сидела, прижавшись к стене, и в ее памяти оживали картины давно прошедших лет, как будто угнетение настоящего хотело затмить счастливые воспоминания о прошлом. Она вспоминала, как держала за руку маленького Оуэна по дороге в начальную школу, как он смеялся, перебивая шаги, и спрашивал: «Ты всегда будешь рядом, мама?» И она, не раздумывая, отвечала: «Всегда, мой родной». Она помнила, как Сабрина с ее золотыми локонами обнимала ее на ночь, прося рассказать еще одну сказку, и как Тео в слезах после кошмара прижимался к ней, шепча: «Ты самая лучшая мама». Эти простые моменты, полные тепла и любви, теперь казались ей далеким и недостижимым прошлым. Она вспоминала даже те дни, когда ее руки были сильными и способными, когда она одна таскала ведра с водой, стирала руками пеленки, вставала до рассвета, чтобы испечь свежий хлеб, и ложилась за полночь только после того, как все дети были сыты и укрыты. Теперь же, преданная и брошенная, она задавалась вопросом, стоила ли вся эта жизнь этих горьких мгновений одиночества, предательства и холода. Но в глубине души, несмотря ни на что, она продолжала любить своих детей, даже когда они сделали ей так больно. Даже теперь, когда она с трудом двигалась и ощущала, как ее тело предает ее, она все еще надеялась услышать стук в дверь. Хоть один, хоть кто-нибудь. На 5-й день ее тело почти перестало слушаться, и последнюю искру надежды она почти сглотнула. Она упала у порога, глаза закрылись, сердце билось все слабее, как будто даже оно пыталось скрыться от темной реальности. Но в этот раз машина не приехала, никто не появился, никто не спас. Ее так и не нашли. Только через 2 недели охотники случайно обнаружили полуразложившееся тело женщины в покосившемся доме. Шокирующая волна охватила весь город, когда она была найдена,
отзываясь эхом в ничем не примечательной хижине. Она ушла из жизни в одиночестве, в темноте и холоде, не дождавшись ни покаяния, ни прощения. Словно кто-то решил, что ее существование и не должно было продолжаться. Полиция начала расследование, и когда вскрылись детали, истерика захлестнула весь город. История потрясла людей, и информация о ней распространилась как лесной пожар. Газеты, телевидение и весь интернет гремели. 5 детей заживо похоронили мать. Никакое убогое объяснение не могло оправдать их действия. Оуэна, Сабрину, Джейка и Тео вызвали на допрос, и никто из них не мог ожидать, что правда вскоре станет известна. Тео признался во всем. Он рассказал, как сначала колебался, как не посмел пойти против воли брата, как молчал, когда надо было говорить перед самими собой и перед другими. Суд над детьми Иветты Моррис стал громким и резонирующим. Общественное мнение требовало справедливости. Каждый из них был осужден, и многие они были бесчеловечны по отношению к своей матери. Их признали виновными в преднамеренном оставлении беспомощного лица, приведшем к смерти. Оуэн, Джейк и Сабрина получили реальные тюремные сроки, их имена стали символом предательства и разочарования для всего города. Тео из-за своей искренности получил условный срок и общественные работы за сотрудничество со следствием и проявленное раскаяние. Основа того, что будет возможно в будущем. Прах Иветты Моррис был похоронен в северной части кладбища. В скромной, почти забытой части, где ветви старых ив нависают над могилами, а ветер гоняет опавшие листья по узким дорожкам. Погода в тот день была серая, будто и сама природа скорбела о том, как трагично и безвременно закончилась жизнь этой женщине, которая посвятила свою жизнь заботе о других. На ее могиле не было ни цветов, ни родных, ни одного из 5 детей, которые не пришли проводить свою мать в последний путь, как будто они искали оправдания своему молчанию и равнодушию. Только Ханна в черном пальто с дрожащими руками и потухшим взглядом подошла к надгробию в знак скорби и уважения. В руках она держала любимый букет цветов Иветты. Как она когда-то рассказывала, вспоминая свою молодость, полную юных мечтаний и надежд. Ханна опустилась на колени, стряхнула сухие листья с плиты, на которой была выбита простая, но страшно правдивая надпись «Мать, преданная, но забытая». Это были слова, которые оставляли глубокий след в душе каждого, кто знал ее. Она постояла в тишине, положила ладонь на холодный камень и, чувствуя, как слезы жгут глаза, прошептала: «Простите нас за все, за молчание, за равнодушие, за тех, кто должен был быть рядом, но отвернулся. Вы заслуживали любви и света, а получили только тьму. Но я буду всегда вас помнить и никогда не позволю, чтобы ваша история была забыта». История Иветты Моррис осталась в памяти людей как горькое напоминание. Любовь нельзя подменить удобством и родителей использовать. Некоторые дети достойны гордости, другие — суда. Но даже позднее раскаяние не спасает тех, кто слишком долго молчал, осознав, что душа не может быть потеряна, если мы помним о ней. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.